Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы поговорим о клинче. Что это такое, зачем, как им пользоваться, какие есть плюсы, минусы клинча. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Самое сложное в клинче, то есть клинч, он может быть как спасением для спортсмена, так и убийцей. То есть давай, смотри, вот поставь руки. Вот когда я вхожу в клинч, самое трудное войти. То есть можно войти тремя основными способами. Это первое, поймать руку соперника и тянуться уже к руке. При этом, если даже отсюда будет идти опасность, вот пробуй, вверх или низ. Здесь очень сложно завязать движение. Очень сложно. И я тебя затягиваю, то есть я начинаю подлазить под твои руки. И захватываю руку. Видишь, один способ. Одной рукой ты прижимаешь две руки. Вторую руку ты освобождаешь как для ударов. Есть еще момент, когда нападение вот в клинч входят мальчишки, прям бросаются в руки. Делается, смотри как. То есть площадью руки. Рука выставляется таким образом, чтобы как при падении я здесь цеплял тебя перчаткой, то есть, как зацеп делал, и локтем, вот со стороны локтя, я смещал твою руку. То есть надо сделать так, чтобы у тебя как бы руки вот в такой узел завязались. Пока будешь вытаскивать здесь руки, будешь терять время. Поэтому вот таким образом, видишь, и здесь я держу, и здесь держу. И начинаю уже давить. Также влипаю, прижимаю одну сторону, вторую сторону я оставляю для удара. Это если как бы, я хочу атаковать в клинче. Если, например, как говорится, дали в голову, но ты еще в сознании, и у тебя заплясали ноги, и ты виснешь, тогда ты виснешь двумя руками внутрь, разводишь руки так, чтобы бойцу неудобно было бить. И уже сближаешься, не знаю, кто под мышку лезет, кто как, лезет. Один из самых опасных моментов клинча, это вот когда, например, я знаю, что идет клинч. Вот смотри, попробуй сейчас одну руку вот так вот наложить. Вот смотри, самый простой вариант выхода из этого положения – сближение делай. Вот смотри, видишь, у меня рука высвободилась. Одна. Теперь смотри, вот эту руку я высвобождаю. Смотри, как я ее подкручиваю. И уже вывожу ее на эту сторону для удара. Я обхожу руки. Чтобы вот этому научиться, там и реально, вот есть такое выражение в боксе – борьба за выгодное положение рук. Вот в клинче, да, вот мы входим, вот если у меня с внешней стороны руки, то смотри, какая опасность. То есть у меня ничего не защищено с внешней стороны, но я могу толкать тебя, понимаешь? Вот одну руку вводишь, и она начинает мешать этой руке. То есть моя задача, если я делаю захват, повернуть руку сюда. Чтобы вот если с этой попробуй, обойди. То есть движение начинается очень-очень длинное. То есть ты начинаешь Горбатова уже выпускать или там как-то, в общем, перекинуть. Есть еще один момент, когда я с этой стороны начинаю сгибать руку. И вот с этой стороны я сгибаю внутрь, как говорится, руку, на тебя ее толкаю, туда, внутрь. Чтобы вот эта рука уже на эту сторону, это физика просто. Когда ты начинаешь, да, вот видишь, вот что получается. И ты опять открываешься. Можно это делать и локтем. То есть я прижимаю руку и начинаю движение от ног чуть-чуть вперед проталкивать. Раз, рука прижата, она бить не сможет. Да. Эта рука, она как мертвая, потому что у нее нет вот такого тотального рычага. Чтобы этой рукой ударить, надо кулак перевернуть. То есть надо вывернуть кулак и обходить. То есть сделать обвод уже вот этого движения. То есть когда он, вот он обвод. И он должен идти в корпус. Не в голову, а в корпус. То есть таким рубящим движением. То есть я говорю, клинч – это целая наука. То есть мне повезло, потому что в моем случае я маленький был. И мне тренер, когда объяснял, что такое клинч, правильная вот эта тут манера захватов, боксерских захватов. То есть не надо думать, что у тебя перчатки тут, и ты зажимаешь, могу показать, вот выведи руки. То есть ты можешь зажимать вот так. Видишь, захваты делать. Не кулаками, а телом, смотри. Вот я сюда выхожу, я могу тебя прижимать. То есть могу гнать тебя за собой. Вот они, видишь, где? И здесь моменты, вот когда начинают выводить из равновесия. У тебя очень хороший упор должен быть в клинче. Потому что ты реально начинаешь бороться. И борешься всем телом. То есть не только руками, а всем телом. Тебе всегда надо помнить про выгодное положение твоей руки.
не соперника. И уходить от рук соперника. Вот один из таких стандартных моментов, это когда через клин входят. Когда руки вот сюда раздвигают. Видите, опасность, здесь везде опасность, потому что дистанция ближняя. Но когда ты сам идешь к своим рукам, то есть у тебя больше шансов защититься. И вот здесь ты начинаешь уже, видишь, телом уже начинаешь работать. Я на ударе стою, что сюда, что в корпус. Видишь, вот начинаю раскидывать. Вот это вот обычная, простая борьба. Ничего тут не надо выдумывать. И на тренировках используют боксерская борьба. Да, да. Что-то вылезти, там, пройти сзади, приподнять. Ну вот смотри, сейчас в современном исполнении, да, обучения, вот этих упражнений практически нет. То есть практически не борются боксеры. В моем случае тренер сказал, что не можешь бороться, пошел на борьбу. Учись, стойка, упор, это столько много всего. И это миф, что боксер не умеет бороться. Так же, как и миф, что боксер не умеет бить ногами. Полный миф. В моем, вот я говорю, в моей школе бокса, вот я такой был, мне там 10-12 лет было. Примерно так. Должен научиться бороться. Должен. Почему? Потому что ближний бой – это борьба. Без борьбы ты не поймешь выгодное положение. Как тебе крутануться? Потому что вот борцы, когда борются, да, они друг перед другом. А боксеры, когда борются, они всегда смещаются, чтобы выгодное положение завладеть. Со стороны надо зайти. Попробуй так по прямой пойди. Тебя тут же встретят. Интуитивно, там, на подсознание. Но как только ты будешь уходить в сторону, у мозга, вот смотри, какая штука, да? То есть опасность, нету опасности. Я в сторону ухожу. Я не иду в бой. Я ухожу в сторону. Но вот именно вот здесь я и планирую бросок. И бросок планирую вот в эту часть. Чтобы, во-первых, тебя, смотри, лишить устойчивости. Потому что это неустойчивое положение. То есть ты принимаешь. Пока ты борешься с вот этим вот упором, у тебя нету такого вот, акцентирующего рычага, чтобы ударить. И наоборот, когда ты об этом знаешь, и все думают, сейчас я тебя столкну, а ты как раз вот в этом клинче, да, и знаешь вот эту вот сторону своего упора и сторону удара. Потому что из клинча очень эффективно бить вот этими короткими ударами. Когда тебя начинают разводить, даже вот, подними руки. Вот я, например, делаю захват, один из видов вот таких подлых, может быть, даже немного грязных моментов. Я не бью ни в голову, никуда. Я бью вот сюда, чтобы вот сюда уйти. Смотри, что происходит. Видишь? То есть я просто одной своей рукой начинаю грузить твои руки. И получается так, что ты открываешься. Причем бить я могу как этой рукой, так и этой рукой. Выглядит вот так. То есть я делаю захват, оттягиваю, работаю. Опять ударил, захват, оттянул, ударил. 2 рабочие руки. Вот чем больше вот таких вот приемов ты, изучаешь, тем лучше ты комфортнее себя чувствуешь. Потому что ближний бой, средний бой, они очень быстрые. Вот умение, если научишься в клинче работать, считай это полуспеха. То есть у тебя меняется стратегия. То есть пока ты, на дальней дистанции, бывает тяжело, потому что все в ноги уходит. И вот эти вот движения грузят. И к концу раунда ты замедляешься. Потому что устаешь. И точно уже знаешь, так, чтобы, например, восстановить силу, я сейчас клинчну и выиграю вот это вот время отдыха и время удара. И если ты не можешь бить коротких ударов, плохо. Но все равно ты отдохнешь. Вот в этой где-то возне, вот мне нравится, когда уже очень сильно устаешь, вот таким заплыванием делаешь. Эту руку исключаешь вниз, а вот на эту просто виснешь. И на плечо просто ложишься, и видишь, подгружаешь как ногу. Ты начинаешь растягиваться, а потом резко ты начинаешь вставать и мгновенно действуешь. То есть расслабиться полностью, а потом бам, взорвался. Он вот так вот вверх подлетает, и ты весь его раскидываешь. И как раз раскидываешь самыми своими быстрыми ударами. Вот в чем преимущество клинча. Но ставится он, говорю, это очень кропотливая работа. Тут очень много таких моментов, которые именно под спортсмена загоняются. Потому что есть быстрые боксеры, а есть не очень быстрые. И вот которые не очень быстрые, вот им вообще как отче наш. Клинч это просто вообще это вещь, как говорится. Да, вот теперь смотри, отрицательное
сторона клинча. Это опять-таки же, если ты понимаешь, что такое ближний бой. Как только ты видишь то, что тебя клинчуют, забирают, вот здесь ты должен быть, ну, вот в этих моментах просто быстрее делать. Вот смотри, например, ты знаешь то, что я буду захватывать с внутренней стороны, да, вот видишь, ты уже начинаешь действовать. Вот тебе смотри, и первая, и вторая рука у тебя ударные. Видишь, вот с этой стороны сейчас руку просто вниз убирай. Вот, теперь это начинаешь бить, смотри, и вторая тут же у тебя подключается. Видишь, какие рычаги? Из-за того, что я руки начинаю ловить твои руки, то есть, да, у меня все открывается. Поэтому, когда мои пацаны, ну, парни устают, да, они начинают совершать такие ошибки. Прямо вот так валятся. То есть, валятся за тебя, то есть, пытаются тебя подгрузить, как-то обнять. Вот попробуй меня, обними. То есть, как только вот это движение у меня рефлекторно уже здесь срабатывает. Поэтому некоторые вещи ты провоцируешь на клинч. То есть, ты его толкаешь, ждешь. И как только, вот не дай бог, он сделает какую-то ошибку, ты уже начинаешь скользить вдоль его рук. Сближение с ним, но всегда с ударом. И вот это вот самая опасная вещь в клинче. Если ты будешь, как говорится, братан, иди сюда вот так, хана будет. Боксер, он очень остр должен быть на коротких ударах. И если вот у тебя стоят вот эти вот короткие удары, что такое короткий удар? Вот смотри, вот я сейчас через защиту показываю тебе. Руку-то это уже мою не видишь, потому что эту я задираю и прячу за руку. И просто вот в контакт вхожу, смотри, вот он уже идет короткий удар. Я чуть-чуть только тебя цепляю, перчатку. Видишь, вот оно окно. Одно. Теперь смотри, из-за того, что ты не видишь руку, смотри, вот оно второе окно. Это все в голову. И третье окно, я просто руку опускаю. То есть я не отвожу ее бить, а я просто ее опускаю. Здесь за счет инерции тела и за счет вот этих вот схватов очень сильные напряжения в теле на удар. И вот когда вот их знаешь, отрабатываешь, вот, ну, через пары проходишь, через вот эти вот бесконечные тесты, оббивания, набивания, когда в ближнем бою тебя вот, ну, крепят, ты всю защиту вот эту вот правильно выставляешь, а потом рано или поздно у тебя все равно будут окна. Чуть-чуть только вот здесь окно появится, я сюда просуну руку. Или сюда просуну, или сюда обойду, или одновременно начну. Это начну гнуть тебя, здесь уже буду по натянутому, уже буду работать. Причем, когда мышцы натягиваются, вот очень часто, ну вот я говорю, почему вот этого сейчас не преподают? Подними руки. Вот смотри, вот я начинаю тебя поднимать, видишь, натягивается корпус. То есть я буквально рукой кидаю. Видишь, у него как сгибается прям. Раз он натягивается. И здесь я, получается, сверху начинаю валить на подсадке в корпус. Прям мощно вхожу. Удар очень сильный, очень короткий. Его не видно. И за счет своей вот этой массы короткого рычага он очень болезненный. Когда у тебя мышцы натянуты, ты не напрягешь их никогда. Вот просто вытяни, попробуй, попробуй напрячь пресс. Он натягивается, но он не напрягается. Ты весь ливер там быстро отобьешь. И еще один момент. По напряжению мышц у тебя очень быстро проходит, ну, вот этот импульс. Когда у тебя мышца напряжена, у тебя вот, например, ты мешок бьешь, бам, у тебя напряжение пошло, и по напряжению у тебя мгновенно идет обратная отдача в мозг и в позвоночник. То есть, если мышца напряжена, ты бьешь сильно в руку, в голову, отдает. Представляешь, какое тело, да? Вот он плечи нам напряг. Как дал ему в плечо, у него сотрясение будет. Так и так его труханет. И поэтому умение расслабляться в клинче и напрягаться – это такие, фишки мастеров. То есть клинч ты новичку не поставишь никогда. Он только напрягся, знаешь об этой фишке. 2 раза в плечо, и он уже начинает уставать. В бою это крайне быстро происходит. Ты раз, ты что-то задышал. А что задышал? Да ты пару раз так сильно напрягся в этот момент, что у тебя бензин кончается. Да. Поэтому вот еще раз говорю, вот то, что касается клинча, мы только приоткрываем вот эти вот вещи. Большинство тренеров старой формации на клинче целые стратегии вырисовывали. Потому что, понятное дело, там, это вот если брать
совсем до 1974 года бокс, да, там доминировала только вот эта вот, ну, дальняя дистанция, вот это вот накидной ударчик, там, ну, резкие вот смены направлений, там, немножко другой совсем стиль был бокса. И наоборот, уже вот, ну, бокс 80-х годов, да, вот, уже вот там уже начинает вот эта вот борьба, уже боксеры, ну, очень сильно изменились, уровень очень сильно вырос, когда с детства начали учить боксеров ближнему, среднему и дальнему бою. Считалось, что как бы ребенок не понимает, и поэтому очень поздно, ну, приходили к обучению клинча. В некоторых случаях вообще их не обучали. Мне просто повезло, что у меня тренер был, ну, такой, который, ну, как бы сразу вот эту фишку схавал, и он боксером сам был. И был не теоретиком, он реально чемпионом был. И он уже как-то по крупицам, то есть начал все свои вот эти вот лучшие фишки внедрять еще в сознание, которое, ну, как с чистого листа было. В нем вообще ничего не было. И поэтому, то есть за основу я взял 3 модели ведения боя. Средняя, дальняя и ближняя. Из которых дальняя и ближняя считаются мастерские дисциплины. Потому что на них строится основная стратегия. На средней дистанции, объясню, на средней дистанции все дерутся. На средней дистанции все могут. А вот ближние и дальние, извините, тут надо образование. И образование должно быть такое очень-очень мощное. Боевое образование. Тут не просто теория, так, это не будет работать. Здесь ты должен это ощущать. Ты должен понимать преимущество. И преимущество свое, ну, как, когда ты доминируешь, например, у тебя сильный удар. Но сильный удар надо донести. Его надо скрыть, его надо спрятать. Никто не должен знать про твой сильный удар. Особенно вот, ну, вот на таких дистанциях, на которых ты его не просчитаешь никогда. Просто раз и положение и смена угла, все. Поэтому вот в стратегии, когда выстраивают, надо учитывать все моменты, чтобы у тебя не получилось так, что ты в бой выходишь, бьешься, первый раунд, ничего не понимаешь, второй раунд, ничего не получается, третий раунд, вообще кто здесь, что происходит? Моменты твоей стратегии, они зависят от набора твоего арсенала, твоей артиллерии. Насколько ты серьезно, как бы, ну, вот эту школу свою бокса доносишь через удар, через защитные действия, через контрудары, через ложные какие-то моменты. То есть это все работает в стратегии, в определенном рисунке. И это все ставится на характер. У всех разные манеры, разные как бы стереотипы. И ты в первую очередь должен, ну, вот это вот понять, как это прилепить. Потому что если просто в массы это дать, не всем подойдет. Да и не всем вообще клинч идет. И наоборот. Еще раз говорю, клинч может убить, а может дать тебе выиграть. Поэтому очень важный момент подготовки вот этой вот правильной структуры образования боксера. К сожалению, да, сейчас не очень обращают на это внимание. Но как бы я в своей школе и вообще мальчишкам, боксерам рекомендую это. В первую очередь, то есть через тестовые упражнения проходить, через тренерские упражнения проходить, где тебе доводится, объясняется, что, то есть это принцип мышления боксера. Потому что если просто тебе скажу, ну, подумай, как это сделать. Подумай. 300 тысяч вариантов, подумай, блин. И наоборот, один вариант тебе покажут и скажи, вот думай только этим вариантом. То есть ты как думаешь, как внедрить этот прием в данной ситуации. И есть стратегия. Вот что такое клинч. Правильное понимание своей дистанции. И правильное, ну, вот это как использование данных. Потому что в некоторых случаях, ну, реально, то есть если не клинч, ну, парни бы не стали чемпионами. Один из моментов, когда вот делают заломы боксеры в клинче. То есть очень хитрые моменты, это вот тоже правильное понимание. То есть очень много в боксе вот именно вот этой вот науки. Когда, например, смотри, вот я руку кладу на плечо и делаю тебе вот такой залом. Видишь? То есть ты вынужденно пойдешь со мной. То есть я могу манипулировать тобой, то есть я могу захватывать. Хотя здесь очень простой. Вот это боксерский залом. Потом мне очень нравился залом обратный. Когда я вот с этой стороны залазил под руку, и вот он. Видишь где? Смотри как.
То есть 100% контролируешь руку. Мало того, да, ты еще и как бы можешь водить его за собой. То есть вот такие вот простые вот заломы в клинче, да, они очень-очень важны. А у меня вот такой вот был. Если вот он заходил этой рукой сюда, Да, тоже, вот да. такое вот было. И в любителях могли замечания дать, Ну, 100%. но можно было вот такое резкое одно движение сделать неприятно. Да. А было еще вот такое еще. Во-во. Да, тоже под локоть, видишь, заводили. Да, да. Раз, тоже вот такие вот маленькие-маленькие вещи. Зачем их делают? Сбить стратегию. Да. Парни, ориентируйтесь на поведение в бою в целом. Как вы ведете бой. И что вам нужно для того, чтобы успешно это сделать. Ну и клинч. Обращайте внимание, учитесь с нами. Побеждайте честно. Да. Всем добра, любви.